Сейчас формируется самая большая ловушка для биткоина за всю эту медвежку, потому что июльский рост, как мы разобрали в прошлом видео, может снова поднять цену выше 200-дневной скользящей средней, после чего уже в конце месяца нас потенциально может ждать еще один откат с тестированием нового дна и дальнейший разворот уже под конец августа, ближе к сентябрю. Цена чуть ли не один в один копирует 2022 год. Да, сейчас мы шаг за шагом идем по моему сценарию с прошлого ролика, который заключался в ложном пробое в июле и дальнейшем более глубоком развороте вниз. Цена все-таки закрепилась выше уровня 58 тысяч, после чего я зашел в лонг, и на фоне неоднозначных данных по рынку труда цена поднялась выше уровня 62 тысячи, и цель по этой позиции по-прежнему 67 и 70 тысяч. Но не все так хорошо, как может показаться на первый взгляд. Понедельник может стать худшим днем в этом году, потому что ФРС подтвердила повышение процентных ставок, Япония официально начала интервенцию в иену, Китай беспрерывно сбрасывает казначейские облигации США, а фонды продают акции по мере краха пузыря ИИ. И когда фонда откроются после трехдневных выходных в честь Дня независимости США, есть угроза того, что понедельник может запустить красную неделю. Так что сегодня в ролике я разберу, стоит ли нам готовиться к новому обвалу в понедельник или все-таки ждать отработку сценария по биткоину с тестированием диапазона 67-70 тысяч. Расскажу, что я собираюсь сделать со своим лонгом, какие активы буду присматривать для торговли, чего ждать от SpaceX после включения в индекс 7 июля, ведь я знаю, что многие из вас активно торгуют этой акцией, а также дам свое мнение по последним данным рынка труда США и заявлениям Ворша. В общем, все, что нужно знать перед началом новой недели, сегодня в ролике. А в следующем видео хочу подготовить для вас лучшие торговые идеи на ближайшее время. Видел, что вам эта рубрика зашла, поэтому набираем 1000 лайков, чего мы не делали уже давно, и видео будет на канале. $10 за прошлый комментарий забирает этот пользователь, а мы, друзья, начинаем. Итак, рабочая неделя завершилась падением S&P 500, особенно техносектора, и ростом крипты. Да, давно такого не было. Основное движение произошло после данных по рынку труда. У себя в Telegram я писал, что безработица упала до 4,2%. По факту отчет смешанный, потому что количество рабочих мест упало. Вот и написал, что это зеленый фактор для крипты, после чего биткоин и вырос. В Telegram я не просто выкладываю новости и отчеты, а пишу, как они повлияют на рынок, чтобы на этом заработать. Также все свои сделки, идеи по торговле и анонсы выходят именно там, ссылка есть в описании. После слабых данных по рынку труда рынок отреагировал неоднозначно. Криптовалюта выросла, потому что инвесторы увидели в этом сигнал к более мягкой политике ФРС. Слабый найм снижает вероятность повышения ставки и усиливает ожидание будущего смягчения, а для биткоина и всей крипты это позитив через ликвидность. Акции же, особенно техносектора, просели, потому что для фондового рынка слабая занятость – это уже не только история про ставки, но и риск замедления экономики, снижения потребительской активности и будущих прибылей компаний. Поэтому крипта отыграла надежду на более мягкую ФРС, а вот акции – страх перед охлаждением экономики. Вам лучше сейчас пойти и купить акции. Позвольте сказать вам, эта страна будет как ракета, которая взмывает прямо вверх. Это будут такие показатели, каких никто никогда раньше не видел. Это очень важный элемент всего этого. Также на днях глава ФРС Кевин Ворш на форуме пытался уйти от ответа, когда снижение ставок, но все же дал небольшие намеки. Мол, что риски инфляции есть, но уже не такие высокие. И прямого сигнала, что они собираются повышать ставку, он, слава богу, не дал. Вот крипта и выросла. Председатель ваш, как вы интерпретируете последние данные по рынку труда, относящиеся к вашему мандату? 2 недели назад наш комитет охарактеризовал текущую ситуацию на рынке труда как стабильную, отметив при этом, что потребительский спрос в экономике по-прежнему остается устойчивым. Мы отмечали рост предложения, инвестиций и производительности еще до эффекта от ИИ. Не буду уподобляться сводкам с Уолл-стрит и обновлять данные, так как мы следим за общими трендами. И знаете, я хочу подчеркнуть то, что только что сказала президент Лагард. Мы все занимаемся обеспечением стабильности цен. За последние дни я услышал об общем интересе к искусственному интеллекту и вопросам производительности. Но мы все посмотрели вокруг и увидели, что цены слишком высоки. Поэтому я не единственный на этой сцене, кто вновь обязался обеспечить ценовую стабильность. Значит, рынок правильно истолковал вашу первую пресс-конференцию как жесткую. Хорошая попытка. Да. Я только что получил совет от моего старшего коллеги в этой группе не делать этого. Но я скажу вот что. Ожидания по инфляции за первые 4 месяца, первые 4 недели этого периода снизились. Риски инфляции снизились. Опять же, в нашем деле мы не хотим переоценивать какие-то вещи. Но если среди домохозяйств в бизнес-секторе или на финансовых рынках были те, кто думал, что этот центральный банк будет спокойно относиться к инфляционной цели выше 2%, но думаю, они будут разочарованы. Мы обеспечим ценовую стабильность в США. Это то, на что этот комитет подписался, и наша задача выполнить это. Тактика, стратегия и все остальное — это еще впереди. Независимо от того, чего хочет президент. Мы уже очень давно являемся независимым центральным банком. Мы и сейчас будем независимым центральным банком, и вы не увидите никаких изменений в этом.
И касательно ставки ФРС, дополнительную информацию мы получим уже 8 числа, в день выхода протокола ФОМС. Отчет даст понимание, какие настроения сейчас в ФРС и что они собираются делать в ближайшие месяцы. Но вот что интересно, есть угроза того, что следующая неделя будет максимально негативной для фонды. И вот почему. Глобальные рынки входят в зону повышенного риска. Япония защищает иену, Китай сокращает запасы казначейских облигаций США, доходности остаются под давлением, а ФРС не спешит смягчать политику. На этом фоне ликвидность сжимается, фонды сокращают риск, а рост, связанный с ИИ, начинает терять импульс. Это уже не проблема одного рынка. Давление одновременно накапливается в облигациях, акциях, металлах и крипте. Когда крупнейшие игроки уходят от риска, волатильность быстро переходит на все активы. То есть сейчас рынок входит в фазу, где главным фактором становится не жадность, а защита капитала. Чем меньше ликвидности в системе, тем выше риск резких движений. И как я говорил в прошлых видео, на этом фоне капитал прячется в индексе Dow Джонса. Там акции более стабильны и дают хорошие дивиденды. Индекс пробил новый исторический максимум, и в Coin22 Pro мы уже рассматриваем шорты и компаний S&P 500 и лонги Dow Джонса, но об этом чуть позже. Несмотря на то, что деньги постепенно выходят из перегретого ИИ сектора, то на этом фоне может выиграть SpaceX, которую добавят в NASDAQ 7 числа. А то капитал из техносектора и компаний, связанных с ИИ, может сильно повлиять на добавление SpaceX в NASDAQ 100. С одной стороны, включение в индекс создает механический спрос. Фонды, отслеживающие NASDAQ, будут вынуждены покупать акции SpaceX, что может поддерживать цену в моменте. Но с другой стороны, если рынок уже выходит из перегретых AI компаний, этот спрос может оказаться слабее ожиданий. Главный риск в том, что SpaceX добавляется в индекс не в фазу эйфории, а в момент, когда инвесторы начинают сокращать риск в техносекторе. Если идет распродажа и компаний, фондовому рынку приходится освобождать ликвидность, продавать часть перегретых позиций, снижать долю техов и переходить в защитные активы. В таких условиях даже сильное индексное событие может превратиться не в начало пампа, а в возможность для крупных игроков зафиксировать прибыль на повышенном спросе. При этом SpaceX может стать исключением внутри сектора, потому что это необычная компания ИИ. У нее другой нарратив. Это космос, спутниковый интернет, оборотные контракты и технологическое лидерство. Поэтому да, часть капитала может перетекать из перегретых компаний ИИ именно в SpaceX. Но если давление на NASDAQ усилится, то индексное включение не спасет от общей волны распродаж. Но сам факт добавления SpaceX в NASDAQ — это сильный позитивный фактор из-за пассивных покупок фондов. Но цена пошла не совсем по моему сценарию, потому что я ожидал скачок в диапазон $180-190 на волне новостей, что SpaceX теперь добавят в крупнейший индекс. Цена еще может вернуться в этот диапазон, так что на следующей неделе буду ждать повторное резкое движение в эту область с последующим разворотом вниз, что даст возможность зайти в шорт на развороте. И более подробно расскажу об этом уже в новом видео с торговыми идеями. По крипте ситуация тоже не менее интересная. Общая капитализация крипторынка поднимается выше уровня $2,1 триллиона, поскольку биткоин пытается закрепиться выше уровня 63 тысячи. Таким образом, июль продолжает сохранять историческую положительную динамику. И получается 2018, 22, 26, все годы промежуточных выборов июль зеленый. И сейчас у нас плюс-минус это же окно. И пока акции были на трехдневных выходных, мы со всеми участниками нашей подписки Coin22 Pro перешли на крипту, заработав на росте токена Hype. До этого мы хорошо зашортили компанию Micron и заработали на многих других монетах. А торгуем мы через нашего официального партнера BitGet, который сейчас проводит большую акцию, где можно получить до 16 тысяч USDT за выполнение простых условий: регистрацию, пополнение и торговую активность. Размер награды зависит от выполненных заданий и условий самой акции. И за регистрацию депозита 2000 USDT вы сразу получите $60. И чем больше торговый объем вы сделаете, тем больше бонус. Количество победителей ограничено, так что имейте это в виду. А что касается подписки Pro, то вы также получаете пошаговое обучение, сопровождение и поддержку 24/7. Мы уже готовим прибыльные сделки на следующую неделю, так что все, кто хочет начать июль с плюса на депозите, ссылка есть в описании, где вы также найдете ссылку на бонусы от биржи BitGet. Перейдя к биткоину, мы идем по моему сценарию с прошлого видео. Прямо сейчас на наших глазах формируется самая большая бычья ловушка для биткоина за весь этот медвежий рынок. Звучит, конечно, жестко, но давайте обо всем по порядку.
Все дело в июльском росте. Вы видите, как цена быстро отскочила и все начали радоваться. Технически мы снова идем к тому, чтобы снова протестировать и возможно даже подняться выше уровня 200-дневной скользящей средней. Это классика жанра. Многие воспринимают возврат выше этой скользящей средней как сигнал к тому, что бычий тренд вернулся. Розница заходит в лонги и эйфория нарастает. Но мой сценарий, я его уже озвучил в прошлом видео, подразумевает, что за этим ростом последует жесткий разворот. И сценарий очень сильно напоминает то, что мы видели в 2022 году. Просто вспомните тот год. Сначала просадка, потом отскок, который все восприняли за спасение, а затем контрольное падение и настоящая капитуляция. И я придерживаюсь именно этого варианта. Рынок любит повторять свои паттерны, особенно когда речь идет про психологию толпы. Поэтому, когда все радуются такому локальному росту, я планирую действовать на опережение. Мой текущий план следующий. На этом движении я лонгую биткоин. И да, сейчас я в лонге и нахожусь в плюсе. Моя потенциальная цель для фиксации лонгов — это диапазон 67 и 70 тысяч. Вот туда мы, скорее всего, исходим, собирая ликвидность. Но как только мы там окажемся, моя стратегия кардинально меняется. Я планирую набрать шорты. Это мой основной план. Однако всегда есть нюанс, ведь рынок любит удивлять. Есть ключевая зона, пробой которой для меня важен. Если мы не сможем закрепиться выше уровня 65 тысяч, то есть не покажем уверенного бычьего импульса, я выйду из своего лонга раньше времени и возможно начну шортить, не дожидаясь уровня 67 тысяч. Поэтому на следующей неделе я буду, конечно же, очень внимательно следить за движением цены. Теперь самое интересное, почему я допускаю, что дно еще не пройдено, несмотря на такой отскок. Для этого у меня есть аргументы. Я обратил внимание на свежие данные от CryptoQuant. Они предоставили исторический индикатор. Речь идет о коэффициенте реализованной прибыли и убытков. Объясню простыми словами. Это показатель измеряет чистую прибыль или убыток всех перемещенных монет относительно их последней цены продажи. Так вот, этот коэффициент рухнул до 43-месячного минимума и составляет минус 0,35. Почему это важно? Потому что так низко этот индикатор не падал аж с декабря 2022 года. И что было важно в декабре 2022 года? Это было дно после краха FTX. Тогда биткоин падал ниже уровня 16 тысяч. Весь рынок был красный, именно в тот момент данный коэффициент показал экстремальное значение убытка. Тогда казалось, что рынку конец. Но по факту именно там произошел разворот. В отчете CryptoQuant аналитики пишут: исторически данный индикатор с особой точностью определял минимумы биткоина. Такая же картина была и в 2015 и в 2019 годах. Коэффициент падал ниже минус 0,35, а затем следовал разворот. Эти данные позволяют мне предположить, что возможно в долгосрочной перспективе мы реально где-то у исторического дна. Но краткосрочное и среднесрочное падение еще не прошло. В последнее время настроение на рынке было ужасное. Биткоин упал на 50% с исторического максимума, но за последние 10 дней мы видим постепенное улучшение. Небольшой рост на 7% после тестирования минимального уровня около 58 тысяч. Этот отскок воспринимается как глоток свежего воздуха, но давайте будем честны, это пока лишь отскок в рамках большого падения. Добавило паники и падение акций компании «Стратегии». Когда их специальные акции рухнули с номиналов $100 до уровня 75, пошли разговоры о неустойчивой системе по выплатам дивидендов. И именно такие события, как заявил главный инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоган, вымывают избыточное кредитное плечо. И я с ним согласен. Это приблизило рынок на один шаг к настоящему минимуму. И Хоган сказал: по мере того, как рынок стабилизируется, я убежден, что дно ближе, чем когда-либо. И осенью мы вступим в новый бычий рынок. Я тоже верю в осень и в четвертый квартал, но до этого еще нужно дожить. И, конечно же, финальную капитуляцию еще никто не отменял. Также я проанализировал еще один отчет от аналитиков компании Swan Bitcoin. Там было отмечено, что прямо сейчас биткоин торгуется всего на 16% выше своей реализованной цены. Но что же такое реализованная цена? Это совокупная себестоимость всех транзакций в сети, то есть средняя цена, по которой последний раз двигались все монеты. По сути, это базовая оценка рынка. И исторически, когда мы находимся так близко к этой зоне, доходность через полгода в среднем составляет 41%, а через год 81%. То есть цифры говорят, что покупка на этих уровнях это максимально выгодно. И даже в отчете было написано, что да, сейчас инвесторы понимают, что покупка биткоина по текущим уровням это опасно, но также не подчеркиваю, что несмотря на это биткоин торгуется с хорошей скидкой. Ведь сами понимаете, в тупую ждать одну цену, где можно купить биткоин на максимальном дне, это очень сложно, ведь само дно максимально непредсказуемо. Ты сидишь в позиции, ожидая идеальной точки входа, а потом рынок улетает без тебя, и ты заходишь на хаях. Поэтому, конечно же, лучше покупать постепенно, чем просто ждать один уровень. А в отчете этой компании вообще говорится, что покупать стоит сейчас. Но возвращаясь к моему сценарию ловушки, самое поразительное это фрактал. Биткоин только что показал ту же самую структуру дна, которую мы видели перед ростом 2023 года. Вот посмотрите, совпадение один в один. Биткоин сначала сформировал июньское дно, затем мы видим ложное восстановление, рисуется дивергенция по RSI, и после этого происходит последний скачок вниз перед тем,
тем, как достигается настоящее дно. В 2022 году после июньского дна биткоин улетел еще в минус 28% в ноябре и декабре. И если этот фрактал повторится, то нас, конечно же, еще будет ждать финальный обвал. Да, это может быть неприятно, кого-то по лонгам вынесет, мы увидим еще большие ликвидации, и только потом начнется тот самый разворот в 3-4 квартале. И да, таков мой прогноз. И я готов к обеим сценариям. Если мы пойдем на уровень 70 тысяч прямо сейчас, то я зарабатываю на лонгах и перебазируюсь в шорты. Если начнем падать раньше, я буду фиксировать лонг и искать точку входа в шорт и ориентироваться на уровень 65 тысяч. И по факту мой недельный план остается прежним. Я продолжаю смотреть на движение вверх, возможно даже доберу лонги, если мы закрепимся выше промежуточной зоны 65 тысяч. Но как только мы доходим в зону 67 и 70 тысяч, я начну внимательно искать, где рынок получил первое серьезное сопротивление. И именно там я буду искать первые точки выхода из лонгов. И если мы видим, что рынок не сможет закрепиться выше сопротивления, то конечно же я начну шортить против толпы, которая скорее всего будет еще покупать, не понимая, что впереди еще может быть финальная капитуляция, благодаря которой мы получим мощный отскок. А на этом, друзья, у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. И, конечно же, все самые свежие обновления по сделкам, оперативные отчеты и мои мысли, которые не попадают в ролики на YouTube, я выкладываю себя в Telegram. Так что подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Поддерживайте видео лайком, если обзор был полезен. Пишите в комментариях ваше мнение по торговле, ваши ключевые уровни, торговые идеи, а также вопросы. Вам, друзья, желаю удачи и хорошей следующей недели. До скорых встреч!